Лето наконец-то закончилось и жизнь вернулась. Сентябрь у меня получился очень разным. В Абу-Даби спортзал, пилатес и выставки, в Дубае ледяная ванна и арабский клуб, в Астане дождь, которого я не видела 1,5 года, баня с подружками и сюрприз для родителей. В общем, все перемешалось: и рутина, и эмоции, и поездки. Это для меня новый экспериментальный формат, поэтому обязательно напишите в комментариях после просмотра, заходит ли вам такой формат или нет. Мы поехали в Дубай на выходные и остановились в отеле, который я вам, кстати, обязательно покажу и очень его рекомендую. Это классный вариант по локации, отличный номер, приятная цена, в общем, идеальный вариант для короткого отдыха. Но обо всем по порядку. Когда мы приехали, номер еще не был готов, и мы решили скоротать время в моле. Самая большая разница между Дубаем и Абу-Даби — просто количество людей в моле. Огромное количество людей. Естественно, первое дело — это зайти за любимым кофе. Пока ходили, я вспомнила, что видела где-то в ТикТок или в Телеграме продукт, который меня зацепил. И отправилась в Сефору его потестить. Ну, тут девочки мне поймут, как это бывает. Зашла за одним, ушла с пакетом. И шопинг дан. Распаковку сделаю уже потом в отеле. Распаковка. Ну как, что я купила? Вообще, как понять, что ты уже не молода? Когда ты заходишь в Сефору и покупаешь не всякую косметику красивую, декоративную, а уходовую. Я просто проходила мимо и хотела попробовать вообще вот такой. Это не Сефора, а это вейп мужа. Вот такой дезодорант, как он правильно называется. Мне очень понравилась упаковка. Очень стильно. Он с одом. И говорят, какой-то супер прекрасный, что вообще как-то пахнет, работает на все 150%. Поэтому было интересно. Ну, кстати, пахнет правда вкусно. Роза и уд из LA. Очень красиво. Очень-очень. Как работает, расскажу потом. Это то, зачем я зашла в Сефору. А потом там еще был вот такой наборчик. Я решила, что мне его тоже надо. Это у нас деодорант, только маленькая копия. Прекрасно для тревела или в сумочку с собой закинуть. Здесь у нас гель для душа и body lotion. Пробуем. Вообще вкусные какие-то штучки. В последнее время. Раньше такого не было. Это, видимо, оно. Взросление. Потом мне дали вот такую косметичку в подарок. Косметичек много не бывает. Можно было выбрать сумку для ноутбука, либо вот такую вот косметичку. Я выбрала косметичку, сумочка для ноутбука у меня есть, которая прекрасная. Спасибо, Сефора. Я вообще обожаю всяких бьюти-буксов. Очень много всегда оттуда чего беру. Потом себе на повседневное использование. Дальше я взяла, что у нас? Забыла слово. Увлажняющий. Увлажняющий крем вот такой. Я не пробовала никогда эту продукцию, попробую, расскажу. От этой же компании я взяла маску скраб 2 раза в неделю. Нужно его наскрабировать, намывать, начищать и оставить на 20 минут. Попробуем. Крем вот такой от Dermalogica. Я когда-то давно, много лет назад пользовалась их продукцией, и она была шикарная, просто шикарная. И у них был тогда крем, который прям делал эффект матовой кожи. Прям очень классная на ощупь и на вид тоже. Поэтому не знаю, это тот ли крем или нет. Взяла маленькую версию потестировать. Он очень прикольный внутри. Кстати, я что-то эти не открывала. Ну ладно, сейчас открою. Я вообще люблю все очень маленькое, чтобы это было компактно, особенно когда мы что очень быстро. Чтобы это все было очень компактно, когда речь идет про travel версии. Он есть с цветом вместо тоналки и вперед. Ну, вот так чувак. И крем с витамином С и витамин Е под глаза. Фокусируемся.
Ну и тут, чтобы в хозяйстве, если нужно, очищающие салфетки. В общем, вот такой вот у меня улов. Что будем пробовать и тестить. Чаечек, и потом поедем ужинать. На ужин мы отправились в ресторан, который тоже нашли в ТикТоке в рекомендациях. Там так аппетитно показывали их мозг на косточке, что, конечно, захотелось попробовать. Причем место это я уже знала, мы были в их филиале в Шардже, и тогда я пела этому ресторану настоящие оды любви. И до сих пор очень советую попробовать там рыбу, которая называется маскув. Это прям очень вкусно, но ехать туда нужно компанией, потому что блюдо огромное, и на двоих, на троих вы его не осилите. Ну а вот в Дубае впечатления оказались, мягко говоря, без оваций. Нас было 3, счет вышел на 600 дирхам, но уехала я голодной. Возможно, дело в том, что я сижу на ПП, и когда заказывала стейк, указанный в меню, то рассчитывала увидеть нормальный кусок мяса, а не получить порезанное мясо в сэндвиче и жареное в литре масла. Так как я осталась абсолютно голодной, не поевшей нормально, я приехала в свое любимое место, где я точно знаю вкусно. Самая лучшая кухня на свете, одна из самых. Точно моя самая любимая. Египетский ресторан в мою любимую ходу. Сейчас закажу кофту и поем нормальное мясо. Вот теперь я довольный и счастливый человек. Поела вкусно свою любимую кофту. Забрала с собой, потому что всю порцию сильно много. Сейчас отдыхать. И, наверное, мы забронируем столик в этом месте. Очень давно было с арабской музыкой. И ночь, пятница. Доброе утро. Вообще замечательное утро. Я поплавала 30 минут. Я очень давно не плавала. Бассейн прекрасный. Водичка классная, место красивое. И я даже залезла в ледяную ванну. Первый раз в жизни. Очень интересное ощущение. Я не знаю, сколько я просидела. Посмотрю потом на видео. Мне понравилось. Я думала, что я не смогу. Но достаточно было нормально. Не скажу, что прям сложно, не скажу, что легко. Поэтому инсайт этого утра мы себя часто недооцениваем. В самом начале видео я сказала, что лето наконец-то закончилось и жизнь вернулась. И вот почему. Потому что жара начинает спадать, и в Эмиратах запускается новый сезон. Сезон выставок, мероприятий, ивентов, да и в целом бизнес тоже оживает. Мы пошли на первую выставку сезона, она была посвящена охоте и кемпингу.
Здесь можно посмотреть и даже купить соколов, машины для сафари, палатки, ружья и все в этом духе. Плюс есть разные активности, такие как тир, можно пострелять, в том числе и из оружия. В общем, место необычное, атмосферное и точно интересно для того, чтобы посмотреть, как это все устроено и поближе познакомиться с местной культурой. Доброе утро, столица. Я вся помятая, но стою на улице, такой кайф. Вообще, в принципе, нужно так сильно не одеваться. Ну что, здравствуй, Астана. Доброе утро, столица! Доброе утро, родной город! Красивый, облака просто потрясающие, погода классная. Я, честно говоря, погода должна была быть как холодно, с утра вышла в пальто, но вот как бы несу теперь вот так, потому что на улице прекрасная погода, идеальнейшая. Я прилетела в Астану, как вы поняли, с миссией, с задачей. У меня тут есть дело, очень классное. Я уверена, что все точно хорошо пройдет, получится, и, возможно, я здесь тоже чуть-чуть освещу и покажу. Я иду и прям кайфую, тут пахнет травой прям. На улице идет дождик, я прям счастлива вообще. Он очень мелкий, и для многих, может быть, это будет такая мерзкая погода, но мне безумно нравится. Как человеку, который последний раз дождь видел в апреле прошлого года, почти 1,5 года назад, я прям кайфую. Красота. А еще мне очень нравится, что водители просто душки, потому что это то, на что всегда обращаешь внимание, когда ты путешествуешь по разным странам. И прям очень часто открывают двери, уходят, машины чистые, красивые, вкусно пахнет, приятная музыка. Прям кайфово. Я пришла на чистку по Санкт-Петербургу.
Мы приехали в баню с девочками. Я тут впервые. Но вы посмотрите просто на вот эту красоту. Горячая купель со всякими цитрусами, апельсинками. Здесь у нас холодная. Холодная. Вот так вот красиво. Домик такой. Сейчас еще пойдем посмотрим, что внутри. Ну какая замечательная погода. Я просто пищу и кайфую. Очень классно. На следующей неделе вообще прям будет 25 градусов. Ну, в середине сентября, даже в конце сентября уже. И это просто кайф. Я очень хочу съездить, успеть в старую часть города. Прям в сторону вокзала. Потому что я там, во-первых, очень давно не была. Во-вторых, мне кажется, это будет очень атмосферно. Я бы, может быть, даже съездила в то место, где мы жили, когда я была маленькая. Но я не уверена, что мне хватит времени. Поэтому просто пока гуляем. Сегодня уже такой расслабленный день, у меня всего пару дел. И отдыхать. Так, я сходила, сделала лазер в том же месте, в той же клинике. И сделала еще мезотерапию. Короче, называется. В одном месте волосы убрать, в другом сделать так, чтобы они росли еще больше. Посмотрим, дело впервые. Но на самом деле терпимо. Я думала, будет сильно больнее. Неприятно, но терпимо. По-хорошему будет делать курсом, но начать с чего-то надо. Дальше посмотрим. Если вдруг вы делали, напишите, как вам это помогло и помогло ли. Maybe we're okay if we don't look too close into the mirror.
кажется, будет очередной влог из Астаны. Казалось бы, в который раз я тут и что снимать, но в прошлом году я сняла летом такой атмосферный влог. В этом мае я сняла на англоязычную аудиторию влог. И сейчас, кажется, снова что-то снимается, потому что, ну, очень красиво. Прям просто. Каждый раз я приезжаю, Астана с каждым разом все краше и краше, интереснее. Я считаю, что нельзя этого не показывать. Все, я забронировала на завтра столик, заказала шах-плов, который мы ели в Азербайджане. Он был очень вкусный и красивый. Завтра буду делать родителям сюрприз. Все, волнуюсь. Я думала позвать модулокопа, но кабинка достаточно компактная, и кажется, это будет лишним. Поэтому если я как-то умудрюсь прожить этот момент и подснять что-то, то это тоже будет здесь во влоге. Но я прям предвкушаю. Я думаю, это будет классно. Буду завтра катать родителей на эмоциональных качелях. Самых прекрасных. Сегодня день X. Время 11, уже 11:30, я не знаю. Я вышла за кофе в пижаме, потому что я сижу и с 9 утра доделываю видео. Оно у меня не до конца готово. Я успею, я не сомневаюсь, я сделаю. Здесь еще 2 часа времени, потом соберусь. И вечером все случится. Мне так интересно, как родители отреагируют вообще. Очень-очень-очень интересно. На 3 рубля я могла бы в парке целый день кататься на аттракционах. Мороженое, лимонад, соки, аттракционы. И еще кого-нибудь с подружкой свой взять на целый день. То есть это хватило бы. Это 3 рубля, это были деньги. На 3 рубля семья могла прожить неделю. Хлеб стоил 24 копейки, молоко стоило 20 Мороженое копеек. 19 копеек. Кефир где-то 27 копеек. Мы все ходили по острову назад в те годы. Сколько раз я не приходила на свидание. Фонаристка. Это будет такой момент интересный, непредсказуемый. Я мог бы ее повторить. Это он за мной бегал. Вот это, да, интересно, конечно. Рассказал, где познакомились и как он меня замуж позвал. Это, конечно, это бы рассказала. С чего все начиналось? Ну, хотел бы сказать, да надо любить ближних, надо помогать и надо любить старших. Это самое главное, потому что без этой любви все остальное теряет смысл. Есть человечность, а ее не купишь, не приобретешь и не подашь. Прям браво. Браво. Классный сюрприз. Прям аж сердце. Все вот это, знаешь, как-то накрыло. Просто в Очень такой красиво степени, да, снято. очень красиво. Мне один замечательный водитель такси подсказал, что все можно сделать онлайн, и права в том числе. Поэтому я сейчас быстренько сделала. И вот сейчас приехала забирать ровно спустя час.
Пока столица, до следующих встреч. Это было быстро. Я теперь знаю, что 4 дня это мой самый лучший времяхождение в Астане, потому что тогда я не болею. И если нахожусь больше 4 дней, то я обязательно последний день заболеваю. Я сегодня второй раз на пилатес. Записалась на занятия не для начинающих. Посмотрим, как будет в этот раз. Фух, я умер. Это было прям очень-очень хорошо. В общем, рассказываю. Я сегодня сходила к другому тренеру на уровень для продолжающих, скажем так. Не уверена, как это точно называется. И я офигела. Это прям было очень мощно. Я не выключила часы, кстати, показывает, что я сожгла всего 115 калорий. Но это было прям мощно. Я вся дрожала и тряслась. Мне кажется, я почувствую эффект от этого класса, от реформеров уже сегодня или завтра утром, но прям очень классно. Прям упражнения другие и нагрузка другая. Каждую мышцу можно прочувствовать. А теперь я срочно бегу домой, снова в душ, потому что я прям вспотел. И в Дубай на съемку. Ох, ветрище сегодня. Прям вся разлетаюсь. На выходных мы ходили на выставку, которая проходит сейчас в Абу-Даби. Достаточно длительная, она идет почти 2 недели. И вот с чем я оттуда ушла. Быстренько записываю распаковку, потому что она у меня 2 дня уже стоит, и я жду момента, чтобы это все снять, прежде чем начать использовать, но времени нету, поэтому... Пардон за свет, за звук и все остальное, показываю так, как есть. Вот это прям улов. Это оманская компания. Их нет в Эмиратах. Они производят ладан, масла, ароматы, духи, парфюмерия. И я взяла у них там вот какой набор. Это набор из ладана. Я очень люблю. Мне понравился запах ладана именно когда мы были в Салале. Поэтому это мы взяли домой. Тут 3 баночки. Буду использовать для дома. Лот номер 2 это у нас продукция из Ливана. У них в основном преимущественно крема, масла и скрабы. Я взяла вот такой вот скраб с манго. Пахнет просто бомбезно, потрясающе. Очень вкусный. Мне еще очень понравился с папайей. Причем интересно, что саму папайю я не люблю, но запах был прям очень приятный, вкусный. Едем дальше. Здесь у нас такая большая коробка. Хватит на очень много и надолго. И она прям пахнет. Я сейчас сниму вот это все и подожгу, потому что... Почему я хочу быстрее это снять и рассказать? Ну, чтобы уже использовать. О, пахнет невероятно. Прям очень классно. И последняя у нас коробочка. Это... Честно, я забыла. Они здесь... базируется, по-моему, да, вроде здесь. У них очень большой стенд, прям огромный, и много разных ароматов. Тут духи, унисекс, очень такие они средненькие, не сладкие, не сильно удовые. Думаю, очень взяла попробовать. Еще был стенд, который мне очень понравился, это ливанский тоже. Они продавали ароматы для дома, диффузоры. Что у них еще было? Спрей для постельного, спрей для одежды. Очень прям вкусно пахнут их ароматы.
но что-то зажала, потому что одна бутылочка стоит 600 дирхам, и как бы он говорит, что ее хватит на полгода, и диффузор будет стоять очень долго. Ну, как-то зажар. Вот такие дела. Все, я пошла все снимать, зажигать, поджигать.